Друзі, всім привіт! Меня звать Евгения, и в этом видео я расскажу вам, как научиться думать на иностранном языке. Для начала давайте вообще разберемся, что такое мышление. Это познавательная деятельность человека для описания всего мира вокруг него, результатом чего является какое-либо понятие или идея. То есть слова сами по себе – это лишенный смысла набор звуков, и только лишь люди вкладывают в него определенный смысл. И таким образом кодируют информацию, а мы, воспринимая речь, декодируем ее обратно и понимаем, что нам говорят. Слова, объединяясь в группы, формируют фразы. И, как правило, при переводе идет эквивалент одна фраза переходит в одну. Но так бывает далеко не всегда. Вот, например, в русском, в зависимости от интонации, фраза может переводиться очень по-разному. Если я скажу «молодец», это значит «молодец и правильно сделал». А если я скажу «ну ты, конечно, молодец», это совсем не молодец и явно что-то накосячил. Если вам интересно, какие существуют еще способы перевода, то пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео. Но вернемся к вопросу, как же научиться думать на языке. Представьте, что вам нужно сказать какую-то фразу на английском, но вы упорно продолжаете думать на русском. К чему это приводит? Russian English. То есть, по сути, вы всего лишь используете английские слова, но говорите как будто бы на русском. И это совершенно не значит, что вас при этом поймет носитель. А что же делать? Нужно просто оторваться от родного языка и перестать думать как Google переводчик, который переводит каждое отдельное слово. Нужно как бы воспарить над языком и воспринимать его более глобально. Помните, что при переводе нужно ориентироваться именно на понятие и смысл, а не просто на слова. И тогда у вас все получится. Вначале для этого вам помогут словари-разговорники. Особенно удобно в путешествиях. Открывайте конкретную тему, а там уже готовы эквиваленты фраз. Ну а далее, если вы будете читать книги, смотреть фильмы и, конечно же, общаться с носителями, то вы и сами легко сможете строить подобные эквиваленты фраз. А если вам интересно узнать свой уровень, то смотрите вот это видео по ссылке. Там я рассказала, как, ответив всего на 3 вопроса, вы сможете узнать свой уровень владения иностранным язиком. Якщо вам сподобалося, поставте подобайку, підпишитесь на канал і тисніть на дзвіночок. До побачення!